Здравствуйте, мои дорогие постоянные зрители и случайные люди, которые каким-то образом попали на мой канал. Я рада вас приветствовать сегодня. Сегодня пятница, по пятницам. Я делюсь с вами информацией, связанной с физиогномикой, а также с моим опытом хождения на свидания с испанскими мужчинами и как я читаю там лица. Читаю лица я потому, что я практикующий физиогномист и тренер по гимнастике для лица. Для женщин по средам выходят видео с полезными упражнениями на тему техник естественного омоложения. А сегодня я хочу выполнить свое обещание перед моими смотрителями, то есть те, кто смотрят, это смотрите, зрители, да. У меня просто среди зрителей рилсов есть несколько человек, которые после моего видео про большие глаза попросили рассказать про маленькие. Поэтому сегодняшняя наша тема – это маленькие глаза. Видео про большие глаза, вернее, про мое свидание с человеком по имени Оскар, вы можете посмотреть вот здесь вот. Пожалуйста, это было достаточно забавное свидание. По той простой причине, да, что большие глаза говорят о том, что их хозяин фантазер. Вот большие глаза – это про способность придумать то, чего не существует, да, то есть уйти в фантазии, создать какие-то там несуществующие виртуальные миры, и люди, обладатели больших глаз, они по-своему, у них есть свои преимущества, и они по-своему устраиваются в этой жизни, используя визуальный потенциал, который дают глаза. Давайте я вам сразу схему буду показывать, да, вот большие глаза, а вот для сравнения вот маленькие, да. То есть мы, естественно, смотрим глаза в пропорции к общим размерам овала лица, в пропорции, да, здесь они больше, здесь они значительно меньше, вот. Но про фантазеров и про большие ожидания, которые создаются, да, этими фантазийным восприятием реальности, я рассказала ранее. Сегодня мы этого касаться не будем. Сегодня мы поговорим о том, что такое маленькие глаза. Но, честно говоря, до этого я бы хотела прояснить один такой момент. Давайте сделаем с вами сейчас очень короткий экскурс в строение нашего глаза. Посмотрите, пожалуйста, на картинку внимательно. Это известная картинка. Либо можете забить в Google такое понятие, как слепое пятно. Смотрите. Глазами мы не видим, глазами мы смотрим. Поэтому видим мы на самом деле левым полушарием мозга, которое интерпретирует то, на что мы смотрим. И в зависимости от того, к чему нас приучили, что нас приучили видеть, в мозге создается соответствующая картинка. Так вот, почему мы говорим о слепом пятне на глазу? На сетчатке есть места, где нет рецепторов для восприятия изображения. Но мы почему-то, когда смотрим на какие-либо предметы, мы не видим эти предметы с дефектами. То есть мы видим эти предметы целостно. Почему? Потому что наш мозг благополучно додумывает, достраивает, он синтезирует недостающие части. И также мы можем использовать другие органы восприятия для того, чтобы понимать, что на самом деле происходит вокруг нас. То есть, чтобы соединить, да, себя с реальностью. Это понятно? Вот. Поэтому глазами мы просто смотрим. Есть такая история, это классическая история, собственно, описана в учебнике по физиогномике, когда испанские завоеватели, вообще европейцы прибыли в Америку, да, экскурс в историю, и индейцы не смогли защитить себя, да, они дали себя убить, потому что в картине мира индейцев не было картинки кораблей на море и людей в кораблях, не существовало, они не знали, что это такое, поэтому они не видели кораблей,
приближающихся к берегу. Для них это была просто какая-то там рябь на воде. Вот. Мы видим то, что нас видеть научили. И чем больше размер глаз, тем больше визуальный охват, визуальный потенциал. Но если глаза маленькие, вот это как раз для тех, у кого глаза небольшие. Если глаза маленькие, уровень додумывания, придумывания и фантазии, он гораздо ниже. То есть можно сказать, что люди с маленькими глазами, не имея возможности полагаться на визуальное восприятие, без которого мы, честно говоря, сейчас себя даже не можем представить, нашу жизнь, они полагаются на другие органы, но уже интуитивного восприятия. Нос, вспоминаем, что у нас входит в органы интуитивного восприятия. Нос, губы, маркер, здесь работает маркер развитости губ, и уши. Форма, размер ушей, это все имеет большое значение. Поэтому люди, которые обладатели маленьких глаз, я бы сказала, что они видят ситуацию более реально, более формально и более так, как вот она есть на самом деле. То есть люди, у которых недостает возможности визуального восприятия, мало того, что да, они полагаются на органы интуиции, они еще склонны не доверять, перепроверять информацию и очень много сомневаться. Если люди с большими глазами должны сомневаться в своих иллюзиях, теоретически, да, задавать себе вопрос, это моя фантазия или это реальность, то есть или я это себе придумал, то люди с маленькими глазами, они будут просто сильно сомневаться во всей получаемой информации и иметь склонность ее перепроверять. Смотрите, в классике физиогномики выделяют такие, скажем так, группы профессий, как, например, разведчики и предприниматели. Разведчики, я имею в виду шпионы, да. Вот, то есть люди, которые имеют склонность не доверять тому, что они видят, слышат, а очень хорошо вникать в ситуацию и в то, что происходит. Давайте посмотрим. У нас есть примеры, например, маленьких глаз. Это Роберт Хансен, шпион, да. Рихард Зорге. Но смотрите, у Рихарда Зорге обратите внимание на губы. То есть я бы не сказала, что у него самые маленькие глаза, нет. Но в его случае работают губы. И также у нас есть, пишут, что это прототип агента 007 Джеймса Бонда, Сидней Райли. Так вот, в его случае, я тоже изучала этот персонаж, в его случае работает и нос, и губы. И это важно, потому что это более чем необходимо для работы шпиона. Они все были там раскрыты, кто-то раньше, кто-то позже. Можете поинтересоваться их биографиями, это очень интересно. По лицу, конечно, не скажешь, что это разведчики, но тем не менее. Вот. А также предприниматели. Вот я бы из известных предпринимателей современности, так сказать, потому что это люди из прошлого, современности, я бы выделила Рената Ахметова. Это мега успешный предприниматель. Посмотрите на размер его глаз. Вот они, поросячьи глазки. Маленькие глазки, маленькие. Поэтому он весьма и весьма успешен, если не сказать больше. И также из наших популярных деятелей украинского бизнеса это Виктор Пинчук. Кто не знает, кто такой Виктор Пинчук, вспомните, пожалуйста, конечно, он здесь очень хорошо выглядит. Если, кстати, сравнить Пинчука и Ахметова, вот так вот, да, вы можете обнаружить, что у каждого из них кончик носа смотрит вниз.
Интересно узнать, что означает нос, у которого кончик опущен вниз, его значение. Давайте я расскажу об этом в следующий раз. Но и в одном, и в другом случае эта характеристика играла, играет и будет играть на руку обоим этим предпринимателям, которые являются миллиардерами. Вот, собственно, это все, что я хотела сказать о маленьких глазках. Я бы еще добавила, что люди с маленькими глазами, они склонны быть интровертными, и они любят собирать информацию, присваивать ее себе и держать при себе. Иногда делиться этой информацией они не хотят из собственных соображений. Надеюсь, вам понравилось сегодняшнее видео. Оставайтесь на моем канале, делитесь моим каналом со своими друзьями, и давайте будем дальше изучать особенности характера человека по чертам его лица, которые все вместе в одной системе образуют метод физиогномики. С вами я, Лизавета Царькова-Голофаст, практикующий физиогномист и тренер по гимнастике для лица. Увидимся в понедельник, среда, пятница. Спасибо за внимание.